Всем привет! Спасибо, что снова на нашем канале. Сегодня у нас очередной обзор, я бы сказал так, мексиканского автомобиля с американским именем. И как вы думаете, кто это? Все правильно, это жаркий Santa Fe. Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска, третье поколение, дизель 2.2, полный привод. Это средний кроссовер в максимальной хай-тек комплектации. А теперь поподробнее. Вы спросите, почему мексиканец? Ну, прежде всего, потому что Санта-Фе — это американский город, столица Нью-Мексико. Ну и, в общем-то, у меня про ничего больше не приходило на ум, как назвать его мексиканцем. Естественно, это автомобиль родом из Южной Кореи. Начал он выпускаться в 2012 году. В 2015 произошел рестайлинг, были изменены бампера, были изменены формы выхлопных труб, изменились экраны, их два на передней торпеде. Это маленький вспомогательный для водителя и большая навигационная панель. Что еще хочется сказать? Появилась дополнительная комплектация, которая позволяла ставить люки на машину, причем не просто панорамный, а раздвижной люк, и для задних пассажиров он был панорамный. Ну, машина, как обычно, произвела фейслит. Сейчас вот мы видим с вами, это, как я сказал, хай-тек комплектация. В ней есть все, от панорамного люка до системы помощи при парковке. Иными словами, автомобиль сам может запарковываться, и я вам это потом продемонстрирую. Наша версия автомобиля — это 2019 год, уже конец 2019 года. 2.2, 200 лошадей, полный привод, 19 радиус колес, климат-контроль, указатели поворотов на боковых зеркалах, соответственно, подогревы всех сидений, система кругового обзора. Это 4 камеры, 2 в передних зеркалах, в правом-левом, 1 в переднем бампере и, соответственно, сзади над багажником. Дальше в машине представлена навигационная панель с нашими российскими картами. В машине установлен Wi-Fi модуль для прогрузки и подключения внешних источников, ну и, соответственно, демонстрация на карте пробок. Автомобиль поставляется на российский рынок всего лишь с двумя двигателями. Это 2.4 бензин, 2.2 турбодизель. 2.2 турбодизель имеет 200 лошадей, в то время как 2.4 бензин всего лишь 170 лошадей. В машину у меня бесключевым доступом, обычный ключ с меткой. Соответственно, на машине расположена обычная кнопка. В предыдущем обзоре я говорил, что вот у американца берешь за ручку, открывается дверь. Здесь такой системы нету. Здесь, если закрывается машина, вот я ее закрыл, она встала на охрану, я подношу руку, кладу, и машина не открывается. Такой бесключевой доступ с двух сторон. На некоторых машинах ставится одной, но я не имею в виду эту модель. А в целом, вот здесь то же самое, такая же ручка. У нас установлен 2.2 дизель, 200 лошадей. На рессорах у нас, соответственно, капот, без всяких палок, которые раньше присутствовали. Ну вот, все очень доступно, аккуратно. Омыватель. Соответственно, расширительный бачок, масляный щуп расположен чуть-чуть дальше. Вот, заливная горловина, ну, как видно, для охлаждения. Воздухозаборник, воздушный фильтр вот здесь, причем очень удобно до него добираться. Вот они защелки отщелкнул, и можно самому поменять, очень удобно. Аккумулятор, кстати, аккумулятор достаточно сильный, здесь 850 ампер стоит, 90 ампер час. Ну, в целом, в общем-то, как видите, в штате уже идет уплотнительный ковер. Так, ну давайте по порядку. Значит, что еще у меня есть в автомобиле, который у нас с вами на обзоре? Сиденья все у меня электрические. Вперед-назад, вверх-вниз, соответственно, спинка. Управление спинкой и управление поясничным под этим самым упором, и вот здесь вот подушка, которая чуть-чуть приподнимает водителя, тоже очень удобно. Музыка у нас премиального плана Infinity стоит. Вот неудобно. Единственное, смотрите, сразу будем по порядку идти. Открывание бензобака. Ну вот этот раз.
Нажали, оп. Я, честно скажу, не с первого раза нашел, где открывается бензобак. Для меня это была загадка. Вот. Но я не знаю, насколько это удобно, неудобно. Вообще, в современных автомобилях вообще баки открываются просто одним нажатием. Push to open. Ну, здесь придумали кнопку, может быть, это и хорошо. Большой карман для одной бутылки, ну и плюс какие-то мелочевки. Управление всеми этими самыми системами опускания окон, причем они все автоматические окна, открывание, закрывание, блокирование, открывание окон. Здесь же расположено управление зеркалом. Да, на двери установлена система, очень удобно, памяти водителя. Вот я нажимаю здесь, да, то есть не нужно искать. В большинстве случаев вот здесь расположены кнопки, ну, по крайней мере, у немцев. И это затрудняет при закрытой двери выбор другого пассажира, если меняешь. Или в дороге решил поменяться. Так, что еще у меня? Вот, как я и говорил, система парковок, значит, система отслеживания полосы, подогрев руля. Подогрев руля очень хороший, действительно, я включал, прямо разогревает руль, чуть ли не горячий делает. На машине расположена система автоматического глушения на перекрестках, то есть подъезжаешь к перекрестку, стоишь на светофоре, и машина автоматически включается. Но это сделано для экономии топлива. Здесь же расположена блокировка межосевого дифференциала, иными словами, виска муфта. Здесь же отключение антибукса, помощи спуска. Это режим спорт, вот он зажгется, экономичный режим и спортивный режим включения. Ну, как я и говорил, вспомогательный у нас большой стал дисплей, который выводит всю необходимую информацию. Это полный навигационный компьютер, вот сколько пробег за сутки, второй пробег, скорость и до заправки, соответственно, с расходом. Что могу сказать по салону? Значит, как я и сказал, выпускается машина в нескольких комплектациях. Это старт, базовая комплектация, иными словами, динамик, комфорт и хай-тек. Люксовая комплектация хай-тек доступна в расширенной версии с пакетом Advanced. Рулевое колесо. Управление круиз-контролем удобно сделано. Это полностью клавиши относятся за круиз, отвечает. Здесь полностью отвечает за мультимедиа. Это за бортовой компьютер. Это за телефон. Как я и говорил, у нас система старт-стоп при помощи кнопки. Теперь переходим к навигационной панели. Ну, как я и говорил, у нас расположена вот она SD-карта, у нас стоит карта. Включаем. Да, согласны. Ну вот он прогружает нам, где мы находимся. Но видите, без населенных пунктов, хотя нет, с населенными пунктами. Во время движения он показывает еще и пробки прогружает, если подключена система Wi-Fi. Вот, у нас появился значок. Он выводит у нас, сколько спутников осталось. Можно посмотреть трафик, но вот у нас Wi-Fi недоступен пока. Текущее положение, ну еще выводит погоду. Но, к сожалению, я говорю, это зависит от Wi-Fi. Подключу, потом можно будет посмотреть. Так, из недостатков сразу хочу отметить, что радио, хоть она все и показывает, выводит РДС, но в некоторых местах ловит плохо. То есть, ну, то ли надо дополнительную антенну, но даже в городе, проезжая под мостами, иногда возникают помехи. Что за система управления светом? Здесь стоит автоматическое выключение дальнего света. Очень удобная функция, действительно удобная. Когда идешь на дальнике и встречные фары включаются, то от встречных машин фары начинают светить, то система гасит дальний свет. Сейчас покажу, насколько комфортно здесь сидеть и управлять. Ну, прежде всего, по посадке. Я не маленький человек, не маленького роста, 1,90 м, сидеть удобно, расстояние до крыши остается. Причем сиденье не полностью в пол опустил, его можно еще поднять. Ну, хочу сказать, что очень удобно, эргономично. И поясничный упор очень хороший. Так, ну, по мультимедиа мы с вами пробежались. Здесь вот я хочу показать, есть две зарядки для телефона, вход для USB-карты и внешний источник. Соответственно, USB-шка, она как и музыкальная, так и можно заряжать. Автоматическая коробка передач. Это подогрев, как я и сказал, а это охлаждение, вентиляция салона. Очень удобная вещь, особенно летом. Помощь новичку во время движения, чтобы машина не скатывалась и не катилась вперед в режиме драйва. Вот мы раз отпустили, а машина, как вы видите, не поехала. Так, здесь же у нас расположен электронный ручник. В моей комплектации расположены 4 камеры. Вот они включились. Соответственно, мы видим с вами основной вид впереди. Это передняя камера.
И полностью машина показывает как бы вид сверху. Это левая, правая, передняя, задняя камера. Так, дальше. Как я и говорил, это помощь при парковке. Нажимая ее, машина измеряет справа стоящее пространство, куда вы хотите заехать, там вдоль бордюра или это на парковку. Нажали, отпустили руль, включили заднюю передачу, отпускаем педаль, и машина сама плавно паркует. Так, хотел показать вам, как паркуется машина, значит, в параллельную стоянку. Вот впереди две машины, между ними есть место. Значит, нажимаем парковщика, он просит нас продвинуться вперед. Вот мы едем вперед, продвигаемся между машинами. Что он нам сейчас скажет? Оп. Едем дальше, дальше, дальше. Все. Так, теперь он просит включить заднюю передачу. Вот включаем заднюю, и он нам говорит: не трогайте руль. Ну, поехали. Руки вот мои. Как вам это все показать? Ну, вот я не трогаю руль, да, если вы видите. Вот если посмотреть, как вот на экране все это видно. Смотрите, как аккуратно машина сама. Мое дело, вот он сам. Хоп, все. Он просит выровнять руль, я руль выровнял. Все, мы запарковались. Ну вот между машинами расстояние какое. Видите, как он встал. Все. Да. Ну также он по такому же принципу он включает адаптивный круиз-контроль. Это при приближении к впереди идущей машине мы задаем дистанцию сами, как нам удобно. То есть там 20, 50 или 100 метров, и он будет держать дистанцию от этой машины всегда на определенной скорости. Неважно, тормозит машина или ускоряется, мы будем ехать как хвостик на невидимой веревке. Он показал нам вверху, что синенькой 55 км в час он будет держать. Вот, не трогая ничего. Раз. Машина притормаживает. И я ничего не трогаю. И у меня тоже машина притормаживает. Видите как? Та пошла на разгон, и мы пошли на разгон. Педаль я не трогаю. Вон, педаль у меня свободная. Все. И вот машина сама разгоняется. Но только что она ускоряется не так резво, как та впереди идущая. Но, по крайней мере, здесь можно помочь. Все, вот он написал, что впереди идущего препятствия уже нет. Вы можете сами скорость нагонять. Ну, давайте еще раз попробуем этот эксперимент, чтобы понимать, как работает адаптивка. Вот я разгоняюсь, педали не трогаю. Он видит, что вот оно препятствие, и сам сбрасывает скорость. Все, он определил машину, показал впереди. Вот она все ближе и ближе, а он, соответственно, до 40 км в час уже сбросил. Да, вот сейчас машина поедет, если вот так, наверное, зафиксировать, чтобы было видно и впереди, и... Ну да, вот мы едем 40 км в час. Сколько там? 50, да, 50 км в час. И не разгоняемся, не тормозим, ничего. Вот сейчас переезд будет, и машина будет опять притормаживать сама. Оп. Причем я педали, вот, если видно, я педаль не трогаю. Все, оп. Вот, оп, оп, оп. Все, сама затормозила и переехала. Ну, такой достаточно интересный автомобиль в хай-тековской комплектации. Самое интересное, это у нас потолок. Внимание! Вот такой огромный потолок. Панорамный люк, я бы сказал даже так. И вот такой у нас передний люк. Шикардосский вариант. Хотел показать еще бардачок. Отсек для мелочевки, он снимается. И глубокий для всякой ерунды. Вот здесь вот должна, по идее, размещаться книга сервисная. Но в нашем варианте сервисная книга уже в электронном виде. Да, кстати, у Hyundai что хорошо, на сайте можно зарегистрировать автомобиль, и полностью ведется вся система учета сервисных пробегов в электронном виде. Давайте перейдем к заднему, скажем так, дивану.
Посмотрим, что есть сзади. Ну вот, я как рослый человек, в общем-то, что могу сказать? Закрываю дверь. Сидеть тоже удобно, подголовник высокий. Но если впереди водитель, сидящий такого же роста, как я, то мне, видите, уже не очень удобно. Мы имеем карман для мелочей. Здесь вот у нас только зарядка. Да, прикуриватель, зарядка. Так, ну и подстаканники. Вот они, выехали. Стаканчики кладешь. Этот самый разделительный подлокотник, он не поднимается, в нем нету бардачка. Соответственно, для пятого пассажира, если мы убираем, вот оно место. Очень удобно, свои ремни, все свое. В комплектации шла вот такая подставка для куртки, что я считаю очень удобно. Свой обдув для задних пассажиров. Если в машине жарко и передвигаешься на дальняк, всегда не хватает и говоришь водителю: прибавь, пожалуйста, нас так жарко сзади. В этой машине это, конечно, уже все проработано, продумано. Да, свое освещение есть. Багажник сделан в виде бесключевого доступа. Ну, багажник вместительный, что хочу сказать. Шторка, сейчас продемонстрирую, как это. Вот, откинуло сиденье. Соответственно, это то же самое делается. Раз, вот. Если нужно, то, пожалуйста, из багажника все складывается удобно, если большой груз кладешь. Ну вот, зажимаешь, получается, клавишу. Можно и из багажника, а можно из салона вот это делать. Он складывается. Сейчас я обратно все это сложу. Ну вот, я сложил обратно. Да, забыл сказать, здесь сиденье также двигается, что правое, что левое. Их можно сдвигать немножко вперед. И, соответственно, у заднего пассажира появляется возможность дальше откидываться, если едешь на дальнее расстояние. Так, сзади расположен сабвуфер, две колонки. Так, подсветка. Подсветка. Вот она, подсветка. Да, в общем, если кофр закрыто, то внизу, как я и говорил, ничего ни хрена не увидишь. Такая проблема, кстати, и на Рено. В одном из Рено мы делали докер обзор. Там тоже двери открываешь, и, соответственно, ничего не видно. Ну вот, я снял половичок, снял сетку, оп, инструмент, перчатки. Ну как я и сказал, да, вот он расположен в отдельном мешке. Ну да, вот так вот ставится. Получается отдельный фаркоп. Что есть? Ага, расходные материалы можно сложить. Как много всего. Видите как? Так, запасное колесо. Ну вот, мы все опять сложили как было. Очень удобно. Можно руками закрывать. Можно при помощи кнопки. Это средний класс кроссоверов. Расположен не очень большой бак. Не знаю, чем это обусловлено. 62, если не изменяет память, 64 литра. Это на 600 километров. Вроде бы как бы и немного, и немало. Но для сравнения, я делал обзор Range Rover Vogue. Там 120 литров. Представляете? При таком же фактически расходе, ну, плюс-минус. Здесь все-таки 6,5, но объем бака 120 литров позволяет уехать сразу почти на 1000 километров. Здесь это ограничено 600, ну, 650. Вот я заправил полный бак, машина показала 650 километров. На машине расположена система, соответственно, давление в шинах показывает. Да, и еще есть система мертвых зон. Очень сильно орет, пищит. То есть, если в некоторых машинах в современных это отключается, здесь, ну, можно только поставить приглушенный звук. А в общем-то это не отключабельно. А теперь проедемся, посмотрим ходовые качества, попробуем где-нибудь побуксовать. Ну вот я нашел колею вдоль опушки леса. Сейчас попробую прокатиться. Она достаточно скользкая. Легкий подъем. Сейчас попробуем отработать режим бездорожья, как будет себя вести система Traction Control, как себя будет вести. Все ли 4 колеса будет крутить или по диагоналку я поймаю. Ну, в общем, сейчас увидим.
что, мы посмотрели с вами, как буксует машина, создали легкий такой внедорожный маршрут, придумали искусственную колею, где попробовали посмотреть, как работают все 4 колеса. Ожидать от этого кроссовера, я думаю, не стоит каких-то сногсшибательных внедорожных качеств. Но, тем не менее, вон стоят какие, мы подъезжаем к деревне, какие стоят огромные джипы. Ну, шнокели, понятно. Двойной номер. Видите как? Лебедка, все дела. Ну что, попробуем проверить, как она ведет себя на асфальте. Мы выехали на шоссе. Как вы слышите, практически не слышно гула мотора, ни тарахтения, ничего. Достаточно в салоне, я бы сказал, даже можно спокойно разговаривать, и шум улицы, и шум мотора не напрягает. Это говорит о хорошей шумоизоляции в машине. Все создано для того, чтобы человек передвигался на дальние расстояния. Единственное, я, наверное, не согласен с конструкторами, которые сделали вот эти кнопки с левой стороны под ногой. Но прежде всего потому, что неудобно во время движения выглядывать, где там включается руль, а это реально вот так вот приходится. Где же там руль, подогрев? Плюс отключение антизаноса, трекшена, включение здесь же с левой стороны режим спорт или эко. Это все должно быть либо на руле, либо как вот на современных джипах, где-то вот здесь вот в районе консоли. Кстати, очень хорошо ловит телефон. Это немаловажное значение имеет, поскольку в некоторых машинах передвигаешься, невозможно разговаривать с оппонентом. Звонишь, говоришь, ты где? Он говорит, я в машине еду. Или либо как в банку разговариваешь, либо слышно как из ведра. В этой машине расположены хорошо динамики, вернее не динамики, а микрофоны. И поэтому звук очень, практически передается один в один, как из телефона звонишь. Если понравился автомобиль, я думаю, не стоит жалеть этих денег. Стоит он порядка сейчас, наверное, около 1 200 000 – 1 300 000. Вот в такой комплектации. Если у вас стоит выбор, что покупать, то не жалейте деньги, берите. Это действительно очень достойный аппарат. Ну что еще хочу сказать. Спасибо, что были на моем канале. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Если понравилось, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Буду вам очень признателен. Спасибо, до скорых встреч.